Где-то в глубине индонезийских джунглей, в пещере, куда почти не проникает свет, есть стена. На ее стене отпечаток руки, четкий, 5 пальцев, охра на известняке. Кто-то приложил ладонь к камню, набрал в рот пигмент, выдохнул и оставил себя навсегда. Только этому отпечатку 67 800 лет. На острове Муна в провинции Сулавеси, Индонезия. Стоунхендж возвели примерно 5000 лет назад. Египетские пирамиды – 4,5. Рим пал 1500 лет назад. Этот отпечаток старше всего этого, вместе взятого, многократно. Когда его оставили, Европа была покрыта льдом, мамонты еще ходили по земле, письменности не существовало, вообще нигде. Но кто-то уже был здесь, кто-то уже думал, кто-то уже хотел, чтобы его помнили. Сулавеси – 6-й по величине остров на земле. Джунгли, мангры, горы и внутри гор – пустота, пещеры. В его недрах сотни пещер, известняковый карст, уходящий вглубь на километры, темный, влажный, старый. Первые рисунки здесь увидели еще в 50-х, записали, зарисовали и не поняли, что держат в руках. Только в 2010-х появился метод, который все изменил – урано-ториевое датирование кальцита. Поверх краски – тончайший слой кальцита. Он нарастает медленно, как кольца дерева, и его можно прочитать. Не разрушает. Крошечная щепотка кальцита, меньше миллиграмма, и время начинает говорить. Соотношение изотопов урана и тория говорит точно. Кальцит нарос поверх краски не раньше, чем 67 800 лет назад. 67 800 лет. Это не предположение, это физика. Нас здесь не должно было быть еще 17 тысяч лет, но отпечаток уже здесь, уже тогда. Но на Сулавеси и соседних островах жили не только наши предки. Здесь были другие – денисовцы, флоресский человек, возможно, кто-то еще, кого мы не открыли. Этот регион был населен. Так чья же это рука? Попробуем представить этот момент. 70 тысяч лет назад. Пещера, факел, стена. Он набирает в рот красную охру, прикладывает руку к камню, задерживает дыхание. Пигмент обтекает пальцы. Камень принимает форму руки. Рождается что-то, чего раньше не было. Этот жест, он не случайен. За ним намерение, за ним разум. Но чья это рука? Ученые взяли линейку и начали сравнивать. Ученые сравнивают пропорции пальцев, ширину ладони, длину каждого сегмента. Это почти криминалистика. Рука на стене крупная. Пропорции близки к Homo sapiens, но не идентичны, и это открывает дверь. Либо наши предки добрались сюда раньше, чем мы думали, либо это был кто-то другой, кто-то с руками и с желанием. Флоресский человек жил на соседнем острове, Флорес в нескольких сотнях километров отсюда. Рост около метра, мозг примерно треть от нашего. Но руки были умелые. Маленький мозг не значит примитивный разум. Эти орудия требовали планирования, терпения, передачи знаний. Никто не говорит «невозможно». Это само по себе уже ответ или его отсутствие. Есть еще один игрок – денисовцы. Мы знаем их почти только по ДНК. Никаких рисунков, никаких имен. До 5% ДНК меланезийцев – денисовская. Они точно были в этом регионе. В эту эпоху уровень океана был ниже на 100-120 метров. Многие острова были соединены сушей или разделены узкими полосами воды. Пересечь такой пролив – не подвиг. Это был обычный маршрут, если умеешь плавать или строить плот. Но в пещерах Сулавеси не только руки. Здесь целый мир – животные, сцены, символы. Одному такому рисунку более 50 тысяч лет. Кабан, 3 фигуры, сцена с сюжетом. А в 2021 году нашли сцену с хаторниками и зверем. Древнейшее повествование в истории человечества. До сих пор. Сулавеси – это вопрос, один из самых неудобных в истории человечества. Что вообще нужно мозгу, чтобы создать искусство? Нейробиологи дают ответ. Самоосознание. Зеркальные нейроны, передняя поясная кора.
способность представить себя со стороны. Я существую, и я хочу, чтобы об этом знали. Адам Брум из университета Гриффита, один из главных исследователей этой пещеры, говорит, создание такого изображения требует абстрактного мышления. Но откуда берется искусство? Нигде. Откуда? Что случается внутри, прежде чем рука тянется к камню? Шимпанзе узнают себя в зеркале. Слоны тоже. Вороны иногда. Самоосознание – не уникальная черта человека. Каждый ребенок в возрасте 2 лет начинает оставлять следы. Не потому, что его учат, потому что что-то внутри говорит «оставь знак». Этот импульс – один из древнейших. Он старше языка, старше культуры, старше, может быть, самого Homo sapiens. Он знал, что это его рука, и выбрал, чем ее оставить. Не случайно. Красным. Охра – это гематит, оксид железа. Встречается везде, но красная охра – особенная, насыщенная, теплая, живая. Пещера Бломбас, Южная Африка. Охра с насечками от 75 тысяч лет. Нестрахины. Символы. Охра соединяет континенты. Марокко, Намибия, Франция, Австралия. Это был общий язык. Красный – цвет крови, опасности, жизни. Они знали и возвращались к нему снова и снова. Чтобы оставить такой отпечаток, нужно было знать технику. Значит, кто-то учил, была передача знания. На этой стене не один отпечаток, их десятки, сделанные в разное время, в одном месте, снова и снова. Ряд антропологов предполагает, пещера была местом памяти, местом разговора с теми, кто был до них. Каждый, кто приходил, добавлял свою руку. Это не украшение, это участие в чем-то большем. Эта традиция не умерла. Австралийские аборигены продолжают ее сегодня. Те же скалы, та же охра. Дети во всем мире до сих пор первым делом оставляют отпечаток руки. Это не мода, это инстинкт. Этот импульс никуда не делся. Он живет в детских садах, на городских стенах, в студиях художников. 67 тысяч лет, а рука все еще здесь. И где-то в соседней горе может быть еще одна. Работа не остановилась. Каждый год новые экспедиции, новые пещеры, новые стены. 2024. Сцена с кабаном и фигурами, старше 50 тысяч лет. Рекорд снова бит. В провинции одних только известных пещер больше 300, задокументировано меньше половины. Что еще прячется в этих горах, мы не знаем, но кто-то уже идет туда с фонариком. Но у этих пещер есть враг. Не время, оно уже проиграло эту битву. Враг — мы сами. Изменение климата ускоряет кристаллизацию соли внутри стен. Рисунки буквально рассыпаются. Горнодобывающие компании работают в 2 километрах от некоторых пещер. Взрывные работы, вибрация. Никто не говорит, что это нарочно, но пещеры исчезают. Быстро, тихо, без некролога. Те, кто хранит эту традицию живой, аборигены Австралии, говорят, каждый рисунок — это молитва, не украшение. На этой стене 2 отпечатка. Один явно взрослый, второй значительно меньше. Детская рука или взрослая рука существа с меньшим телом? Мы не знаем. Оба варианта одинаково захватывают. Неважно кто, важно вместе. 2 человека, 1 стена, одно желание остаться. Ласко, Альтамира, Сулавеси — разные континенты, разные эпохи, одна и та же рука у стены. Имен не осталось, слов не осталось, только форма ладони. Это больше, чем подпись, это присутствие. Есть вопросы, перед которыми перо останавливается. Это один из них. 67 тысяч лет, и ничего не изменилось. Мы все еще приходим, мы все еще оставляем руку. Рассвет над Сулавеси, птицы, туман, горы — те же самые горы. Ничего не изменилось снаружи. А внутри все еще темно, все еще тихо. Отпечаток все еще там, ждет следующего, кто придет с фонарем. 67 тысяч лет назад кто-то стоял вот здесь, точно так же, смотрел на эту же стену и выбрал остаться. Дата есть. 67 800 лет. Ответа нет. И это не провал, это честность. Из всего тела только рука. Не случайно.
Рука – это единственное, чем ты касаешься мира. Рука – это инструмент, самый точный из всех, что создала эволюция. 27 костей, 33 мышцы, бесконечная точность. Оставить руку – значит сказать «я был здесь, я существовал, я касался этого мира». Мы до сих пор это делаем, каждый день. Только стены теперь другие, а желание – то же самое. Этот художник – прямой потомок того, кто стоял в пещере. Не метафорически, буквально. Каждый раз, когда ребенок рисует на запотевшем стекле, он повторяет этот жест, без слов, без инструкций. Каждый художник, который когда-либо обвел свою руку, был в диалоге с этой стеной. 67 800 лет – это почти ничто в масштабе Вселенной. Земля существует 4,5 миллиарда лет. Но в масштабе нашего вида это почти все. Мы существуем около 300 тысяч лет. Этот отпечаток – почти четверть нашей истории. И все это время, с самого начала, кто-то оставлял знаки, кто-то хотел быть услышанным. Загадка не решена. Зато там, в джунглях, прямо сейчас кто-то идет с фонариком вглубь пещеры, ищет. Когда я впервые увидел фотографию этого отпечатка, я остановился. Не потому, что он старый, потому что он знакомый. Та же форма ладони, те же 5 пальцев, то же расстояние между большим и указательным. Вторая. Тот, кого мы считали слишком простым, кто оказался сложнее нас в самом важном. Кто бы это ни был, он хотел того же, чего хочу я сейчас. Чтобы вы это увидели, чтобы вы это почувствовали, чтобы вы это запомнили. Имя его неизвестно, язык неизвестен, судьба неизвестна. Но этот узор, он был уникальным, единственным в своем роде, таким же, как ваш. 67 800 лет, и все, что между вами, этот камень. Он был здесь, как вы сейчас.